Ребята, рад снова вас приветствовать на канале Великий Манипулятор. Сегодня 1 августа и последний месяц лета начинается, поэтому проведите его обязательно очень эффективно и хорошо отдохните перед следующим сезоном работы, а также, ребята, перед следующим булраном, который, я надеюсь, что мы его будем ожидать намного быстрее, чем это ожидают все остальные люди. Сегодняшнее видео, ребята, мы посвятим моему портфелю, именно портфелю, который я назвал с камина. Там находится 5 монет. Мы их сейчас разберем, посмотрим, что они дали, какие иксы, как они двигались на этой неделе. Вернее, на предыдущей неделе, ребят. Потому что предыдущая неделя, как вы видели, была очень сумасшедшая. Некоторые альткоины стреляли просто в космос. Просто в космос. Это несмотря на то, что биткоин там вырастал буквально на 15% за 2-3 дня. Через день-два мы посмотрим, ребята, также мой спекулятивный портфель, который я создавал. Также его разберем, посмотрим, что там происходило, какие получил я плюсы и что я сделал в своем портфеле, ребята. Спасибо, что подписываетесь. 300 подписчиков уже есть. Следующая цель 400 подписчиков. Поэтому не забывайте обязательно подписываться, ставьте лайки и комментируйте. Итак, ребята, для начала мы рассмотрим, конечно же, биткоин. Давайте посмотрим, что происходило. Хороший такой выход был за 2 дня. Дал 2 зеленые свечи. Но, к сожалению, он не смог закрепиться выше 24 тысяч долларов. То есть он тестил эту зону сопротивления и не смог ее, конечно же, пробить. Это очень плохо, потому что если бы мы закрепились выше нее, мы смогли бы тестить следующую зону 26 270 долларов. Я думаю, если бы мы тоже ее пробили, думаю, дошли бы как раз до 28 тысяч, а то и немного выше. Снова мы вернулись вот в этот канал, именно 23 800 и 22 600. Что это за канал, ребята? Как я раньше говорил в предыдущих видео, это вот здесь. Он был такой небольшой также в прошлом булране. Также здесь биткоин находился в районе около недели. Потом его пробил и пошел дальше переписывать свой all-time high, ребята. Надеемся, что так же самое произойдет и здесь, что он здесь еще некоторое время пофлетится и сможет его пробить. Посмотрим на этой неделе, что будет происходить на рынке. И посмотрим, сможем ли мы закрепиться выше 24 тысяч и пробить данное сопротивление. Итак, давайте пойдем по моему портфелю. Как мы видим, портфель практически весь зеленый, кроме чиа. Чиа с камина не хочет расти, флетится в боковике. Это хорошо, конечно, что она флетится, но дает небольшой такой минус в этот портфель. В общем, портфель на данный момент он практически 15% имеет. Это довольно неплохо, хотя было и больше. Но за всеми монетами не могу я уследить, чтобы их вовремя зафиксировать и подобрать ниже. Итак, что мы здесь видим? Мы здесь видим такой восходящий канал, который я рисовал. Мы видим, что он вываливается с этого канала и снова сюда пришел. Здесь есть очень сильные у него уровни, как мы видим. Уровень сопротивления в $1.30, он от него откатился. Также уровень сопротивления $1.15 примерно. Также сегодня он там был, ударился и откатился. То есть будет ли он возвращаться вниз, либо нет, естественно, все зависит от биткоина. Если биткоин пойдет выше, я думаю, можем закрепиться в этом диапазоне, пройти дальше, но следующий уровень будет $1.50. Думаю, при достижении вот этого уровня в $1.50 будет отскок снова на $1.30, ребята. Если у вас есть данная монета в вашем портфеле, обратите внимание на данный уровень, он очень сильный. То есть от него можно будет спекулятивно, если мы будем отбиваться, продать и затовариться уже на ту же сумму, на которую мы здесь продали, закупить больше монет и нести их выше. Давайте посмотрим, почему этот уровень такой сильный. Все мы посмотрим это на графике в профильных объемах. Итак, мы видим, что вот здесь есть такой промежуток небольших объемов, то есть до уровня $1.50, и потом начинается вот такой сильный большой объем. Ребята, так что его будет очень сложно пробить с первого раза, поэтому я думаю, что от него мы первый раз, естественно, можем откатиться. Хотя, как мы видим, здесь он служил как поддержкой, здесь, я думаю, он будет как сопротивлением на данный момент. Потом, если мы его пробьем и тестнем, можем улететь наверх. Поэтому обращаю внимание, ваши ребята, как раз на данный уровень. Туда мы дойдем, это обязательно, все вопрос во времени. Но также можем, если биткоин пойдет вниз, можем также еще скатиться. Также довольно неплохо показывает динамику, особого роста такого не показывает. Естественно, если брать отсюда, от низа, откуда он провалился и дал до этого уровня, это 64%, ребята. Это очень много. Кто в этом диапазоне закупался, тот и молодец, ребята. Могли зафиксироваться и подбирать уже ниже данный токен и получать уже огромные плюсы.
Итак, ребята, график Беллы, что мы здесь видим? Итак, видим, что здесь была у нее очень хорошая свеча. Также за 2 дня она дала огромную прибыль, кто ее покупал. Также 60%. К сожалению, я не успел ее здесь зафиксировать, потому что был на работе, был занят. Я очень хотел ее зафиксировать, потому что у меня здесь был расставлен уровень, что она могла сюда дойти и потом немножко откатиться. И также вот на этом пробитии также не успел я ее зафиксировать, чтобы подбирать сейчас в данном диапазоне. То есть находится она, ребята, во флете таком, в хорошем накоплении. То есть это накопление идет уже очень давно, как мы видим, где-то примерно, по сути, уже больше полугода. Да, здесь был такой провал, не знаю, с чем это было связано. Не интересовался, но потом такой выход, и снова Белла вернулась в вот такой диапазон. То есть если мы посмотрим более глобально, это вот такой диапазончик именно накопления. Хорошо, что она здесь находится. Да, может еще также провалиться, потому что, как мы видим, вот здесь у нее был такой нисходящий тренд. То есть я так подозреваю, что она очень слабенькая и снова будет понемногу скатываться. Но также, как я говорю, все зависит от биткоина и как он будет, ребята, реагировать дальше. Кловер, ребята, себя также показал очень хорошо. В чем хорошо? В том, что я его успел лично торгануть довольно неплохо. Я в свой портфель добавил, конечно же, немного. Практически 100 монет я добавил в свой портфель. А это, ребята, 5% прибыли уже в монетах. Это довольно очень хорошо. То есть не помню, на какой из свече я зафиксировал и подобрал на ту же сумму большее количество токенов. Я сюда не дописываю на ту сумму, на которую я покупал монеты, ребята. Почему? Потому что каждый считает по-своему. Я считаю так, что вот я 200, если я 200 долларов вложил, там зафиксировал, подобрал ниже, все равно общий объем был вложен у меня вот этих 200 долларов и все. То есть у меня увеличивается только объем монет, поэтому средняя цена покупки тогда становится намного ниже, ребята. То есть я именно так считаю. Проект довольно сейчас слабенький. Да, он давал такие хорошие также выстрелы, как мы видим, если взять отсюда со дна. Также 50%, но как мы видим, он сейчас находится вот в таком накоплении сейчас. В таком диапазоне он ходит туда-сюда. Нету такого явного восходящего коридора у него, то есть он реально вот в таком флете находится, вот в таком диапазоне, там 8-11 центов примерно. Коти-сотти, ребята, так же самое, ничего существенно не происходит. Вот здесь доходило до определенного уровня, ребята. Также на ней не видно сейчас такого восходящего канала, ребята. Также само флетится в боковике в районе 11, а также 8 центов. Также хорошо показала динамику, как мы видим, когда биткоин также выходил, также хорошо показал 30%. Слабовато некоторые альткоины, конечно же, там показывали очень сумасшедшие, ребята, иксы. И последняя на сегодня монета — это Chia. Chia точно что с камина, ребята, стопудово, к бабке не ходи. В чем же она с камина, ребята? Да не с камина, она просто я так пошутил, потому что кто меня смотрел изначально, вот здесь примерно на этих уровнях я говорил, что хотел бы увидеть вот такой флет. Вот здесь хотел увидеть такой флет, а потом только ее выход. Только, ребята, кто помнит меня, я про это проговорил, и Chia просто улетела вверх. Сразу дала снизу у нас тогда 111%. Это много, ребята, естественно. И сейчас она ушла вот в такой диапазон, ребят. Вот сюда, и вот здесь находится. И продолжает вот этот флет, который я ждал здесь, ребята. Поэтому по Chia у меня, естественно, минусовая просадка, потому что я все монеты покупал в один день, но Chia после этой покупки, естественно, снизилась, потому что средняя цена покупки сейчас, давайте посмотрим, средняя цена покупки у меня была 46.30, если мы посмотрим 46.30, это у нас вот здесь, то есть сюда она доходила, вот она один раз вышла, ребята. То есть я видел прибыль по ней, и потом одной свечой вот так ушла вниз и уже практически не поднималась выше. Только здесь вот фитили, как мы видим, от свечи, и все. То есть, ребята, больше она туда не заходила, флетится в таком вот диапазоне. Посмотрим, что с ней дальше будет происходить. Объем увеличивается этих монет, и поэтому можем видеть такой флет довольно продолжительный, а даже может быть и будем иметь снижение. Будем смотреть, что там происходит в дальнейшем. Видите, сегодня снова она так упала. Был такой хороший рост и уже на данный момент упал на 6%, практически на 6,5%. Слабенькая также монета на данный момент, но все-таки я ее жду также очень далеко, потому что либо этот проект соскамится, либо она действительно даст хорошие и большие плюсы в будущем, ребята.
DYDX, либо DYDX, по-разному его там называют. Очень крутой, ребята, проект. Я уже потихоньку набираю данную криптовалюту. Как вы видели в прошлых моих видео, несколько десятков монет себе набрал, еще несколько десятков монет набрал. Естественно, очень сложно, потому что данная криптовалюта была намного дешевле. Давайте посмотрим. Вот, как мы видим, ребята, на дне данная монета, ее цена составляла $1, сейчас практически $2,5. То есть уже дала довольно много иксов, кто здесь ее покупал. Это 155% от лоя до сегодняшнего хая, который был. Это довольно много. Как мы видим, ребята, она находится в очень хорошем таком динамическом коридоре. Очень динамически растет. Если вы хотите, чтобы я сделал обзор по данной монете, сделайте 10 лайков, напишите 10 комментариев. Я обязательно сделаю подробный разбор об этой монете. Расскажу вам, какие инвесторы в нее вложили, по какой средней примерно цене они ее покупали, ребята. Но я вам скажу одно, что покупали они ее не намного дешевле, чем сейчас ее цена. Поэтому очень сильно ее запампят. Инвесторы получат свои монеты в начале 2023 года, где-то в январе. То есть до этого момента, я думаю, ее будут разгонять, ребята. Разгонять и очень сильно. То есть если биткоин будет понемногу расти, данная монета может переписать свой all-time high в 28 баксов и выше. Инвесторы хотят, как вы знаете, получать, ребята, довольно ощутимую прибыль. За 10 иксов они, ребята, практически не продают. Они хотят иметь 100 и больше иксов. Поэтому, ребята, даже с этой цены, если вы сегодня закупитесь и ее доведете даже до этого хая, это, ребята, уже 1000% как с куста можете получить. Почему на этой монете, ребята, вы можете легко заработать 1000% даже с текущих позиций. Поэтому вам рекомендую уже потихоньку набирать. Потому что, как вы видите, да, есть небольшие коррекции в данной монетке, но в основном она находится в очень, как я говорю, агрессивном восходящем канале. Я не знаю, это уже пошел рост у нее, возможно будет еще какой-то флэт, но набирать уже данную монету можно. А с вами, как всегда, был Серж, ребята. Всем хорошего отдыха, всем хорошего отпуска, кто в отпусках. Набирайте сил, не только физических, а также эмоциональных, потому что, ребята, нас ждет очень большая работа, чтобы мы могли хорошо накопить свои криптопортфели и нести их просто в космос, ребята. Чтобы большинство из моих слушателей уже забыли о том, что такое быть один раз в году, либо 2 раза в году на отдыхе, а чтобы могли хотя бы раз в квартал легко выезжать в любую страну и там отдыхать и наслаждаться отдыхом. Но, естественно, не забывать о криптомире. Так что всем хорошего отдыха и всем пока!